Бывали моменты, когда я думал, что умру или мне придется убить кого-то из них в целях самообороны, или потому что они собирались убить кого-то другого. Знаете, кто бы это сделал? Кто бы вел себя так в повседневной жизни? Кто бы был частью банды номер 1, а потом номер 2? Кто бы пытался уничтожить банду? Таких людей очень мало в мире. Приготовились, начали. Привет, ребята! Добро пожаловать на одно из шоу «Гангстерский мир». Сегодня мы погрузимся в мир тайных операций и поговорим с двумя людьми, которые знают об этом больше всего. Деймон Раньян, лицо Чарльза Фалька на экране, который оживает в прайм-тайм с невероятной интенсивностью. И, конечно же, сам Чарльз Фалька, человек, стоящий за этой историей, агент под прикрытием, который проник в самые опасные байкерские банды Америки и выжил, чтобы рассказать об этом. Господа, добро пожаловать! И давайте начнем с краткого представления от каждого из вас. Пусть он начнет первым. Он главный. Привет всем. Это Чарльз Фалька. Я автор логоса, монологов и преступников. Я проник в банды американских байкеров. И, конечно же, Деймон Раньян сыграл меня в телешоу, которое шло 2 сезона. Помимо проникновения в байкерские банды, я также проник в другие преступные группировки, над сценарием для которых Деймон сейчас работает. Ну, я бы сказал, что мы оба над этим работаем. Ну, с тех пор, как шоу закончилось, мы пытаемся его возродить. Я Деймон Раньян. Я актер, писатель, режиссер. Я играю Чарльза Фалька в гангстерском мире. И да, я не знаю. Давайте просто приступим к делу. Думаю, хватит, ребята. Да. Давайте начнем. Да. Итак, первый вопрос к Деймону. Какое было ваше первое впечатление, когда вы прочитали сценарий гангстерского мира и ковы? Ну, сначала я прочитал книгу, а потом получил приглашение на прослушивание. Я снимался в шоу в Новой Шотландии, в Канаде, на восточном побережье. И, честно говоря, я играл второстепенную роль в этом шоу. Я немного завидовал всем ведущим этого шоу. Я правда хотел быть ведущим. Хотел этим заниматься. И мне нужно было понять, что это такое, верно? И что мешало моей карьере. На следующий день я должен был отправить запись. И я подумал, что, может быть, смогу найти эту книгу в интернете. И я нашел ее. Я прочитал книгу той же ночью. И сразу почувствовал себя частью этой истории. Ну, как актер, ты все равно постоянно врешь. Ты как будто под прикрытием, потому что притворяешься другими людьми. И я полностью вжился в эту историю, но меня зацепили эмоции и чувства подруг, отношения и все такое. А еще мне понравился крутой момент, когда ты катаешься на велосипеде и общаешься с парнями, как будто ты в команде. Я в детстве играл в футбол и баскетбол. Мне нравилось выделяться среди своих товарищей по команде и быть тем, кто может контролировать ситуацию за кулисами с обеих сторон. Мне это очень понравилось. Я подумал, что книга отличная. Я не мог поверить, что парень проник в 3 разные банды. Все это было так необычно. Ты такой, это правда случилось? Или это выдумка, а что-то из этого правда? А потом, когда ты познакомился с Чарльзом, ты подумал, да, он наверняка тебе все расскажет. Но да, это очень необычно. И сам он такой уникальный. Знаете, кто бы это сделал? Кто бы вел себя так в повседневной жизни? Кто бы был частью банды номер 1, а потом номер 2? Кто бы пытался уничтожить банду? Таких людей очень мало в мире. Да, абсолютно. Я могу на 100% это понять, потому что, честно говоря, эта книга просто случайно попалась мне на глаза. Я наткнулся на книгу Добина, не ангела или что-то в этом роде. И я начал читать похожую книгу, но это лучшее из всех, потому что этот парень особенный. Он проник в 3 самые известные и самые опасные банды Америки. Спасибо вам большое. Следующий вопрос к Чарльзу. Что вы подумали, когда впервые услышали, что ваша история станет сериалом? Знаете, когда мы писали книгу, мы, конечно, надеялись, что ее экранизируют. Но шансы на это были 1-2%. Так что я не ожидал этого, но надеялся. И потом, конечно, когда я услышал, что они собираются это сделать, я подумал, вау, это будет невероятно и будет здорово посмотреть, как это снимают, а потом увидеть по телевизору. Так что да, это был большой сюрприз, но я на это надеялся. Да, абсолютно. Спасибо вам большое. Я читал о разных начинаниях и проектах, связанных с 1%, и даже о книге Добина, которая должна была стать фильмом, но потом все прекратилось. Так что тебе либо повезло, либо ты знаешь, что делаешь, и умеешь это делать.
делать. Я очень рад. Спасибо. Следующий вопрос к Дэймону. Какие тренировки ты проходил? Верховая езда, боевые искусства, оружие? Помнишь, я спрашивал тебя в Инстаграме о твоих мышцах? Во-первых, самое главное в тренировках – научиться ездить на мотоцикле, чего я раньше не умел. Я всегда хотел мотоцикл, но родители не разрешали. Понимаешь, они не хотели, чтобы я ездил на мотоцикле. Когда я получил временное разрешение, записался на курсы, купил мотоцикл, это стало частью моей жизни. А потом, конечно, когда я поговорил с Чарльзом, он рассказал о гонках на скорости 100 миль в час. Ну, не больше 100 миль в час, но о поездках по 8 часов на полной скорости. Он должен спросить его о езде на мотоцикле. Это сложнее, чем драки или, знаешь, проникновение в игру. Езда на мотоцикле – это важная часть шоу. Что касается драк, я тренировался с тренером по боксу, потому что в фильмах и на телевидении много крупных планов. Там не так много борьбы, поэтому нужно, чтобы удары были четкими. Я подумал, что бокс — это то, что мне нужно для тренировок. Ну, а потом, да, я имею в виду, что для проникновения в банду не нужно никакой специальной подготовки, кроме как научиться распознавать ложь. Ну, знаешь, замечать, когда ты лжешь. И просто отслеживать это каждый день. Удивительно, сколько маленьких обманов мы совершаем каждый день, хотя знаем, что лжем, но не замечаем этого. Так что я просто пытался понять, когда я лгу и какие у меня признаки лжи. А еще очень важно не скрывать свою уязвимость. Когда ты лжешь, понимаешь, не прикрываться, а просто сидеть и смотреть, как реагируют другие люди. Потому что я думаю, и Чарльз, конечно, лучше меня это знает, но во многих ситуациях, особенно когда дело касается лжи, важнее то, что происходит у тебя в голове, а не у собеседника. Понимаешь, если ты постоянно думаешь «я лгу», тебя быстро раскусят. Но если ты просто наблюдаешь за тем, как реагирует другой человек, у тебя больше шансов быстро сообразить, что делать. Может быть, испытания могли бы добавить что-то к вопросу о езде на мотоцикле? Да, Дэймон, он отлично описал подготовку к работе под прикрытием. То есть, понимаешь, нужно убедиться, что твоя ложь правдоподобна. Ты не слишком много врешь. Ты внимательно слушаешь. Да, он попал в точку. Но насчет езды на мотоцикле он отлично справился. Он ездил на мотоцикле в большинстве сцен, а на Харлее, знаешь, нужно начинать с меньшего. На мотоцикле Харлей нелегко научиться ездить. Особенно во втором сезоне, когда у Дэймона был мотоцикл с 16-дюймовыми колесами, а на улице было минус 5 градусов, и руки у него замерзали. А езда на мотоцикле, я уверен, была для Дэймона одной из самых сложных частей съемок. Потому что нужно было, ну знаете, управлять большим мотоциклом, снимать. И это было самое сложное в инфильтрации. Эти парни умирали. Я, наверное, раз в 5 недель ходил на похороны. В 90% случаев эти парни умирали на мотоциклах. В 10% их убивали. Понимаете, они просто гоняли, были пьяны или под кайфом. А мы ехали со скоростью 110-115 миль в час. Это изматывает. А потом, может, они не спали пару дней и едут на такой скорости. А когда ты работаешь под прикрытием, ты тоже не спишь. Понимаете, ты пытаешься ехать с такой же скоростью, а потом едешь в группе. Так что ты в 7 футах от заднего колеса другого мотоцикла. Если кто-то тормозит, ты врезаешься в него, и я падаю. И, наверное, вы читали в книге, что Иван, я сломал себе шею, и я подумал, что если я серьезно покалечусь или умру, то это произойдет, знаете, на мотоцикле. Это абсолютно логично. Я смотрел сериал минимум 2 раза и читал книгу минимум 3 раза. И вчера вечером я перечитывал ее, чтобы лучше понять эти ситуации. И я такой, что за хрень тут происходит? Этот парень действительно крут. Я имею в виду, что у него есть яйца, потому что одно дело смотреть сериал, а другое переживать эти события в реальной жизни. Позволь спросить, Чарльз, тебе когда-нибудь хотелось бросить мотоцикл или ты когда-нибудь думал об этом? Знаешь, я хотел бросить. Мне все время хотелось бросить кататься с этими парнями. Я думал, что они идиоты. Знаешь, каждый раз, когда ты это делаешь, это как кататься на американских горках, и ты такой, вот дерьмо. Это как момент, вот дерьмо на протяжении всей поездки, когда ты думаешь, я чуть не врезался в ту машину. Мы чуть не врезались друг в друга. Знаешь, меня чуть не задела шина или камень, или пчела ужалила в лицо, когда я врезался в тебя. Да, это было не очень приятно.
Знаешь, я люблю кататься, но не на скорости 120 миль в час и не в потоке машин. В первом сезоне было забавно, когда мы были в Аризоне. И знаешь, Чарльз, они заставили меня ездить в одиночку, когда я просто ехал навстречу закату, верно? И знаешь, они налетают на тебя, цепляются за колеса и все такое. И когда я впервые выехал, я заплакал, потому что не мог поверить, что делаю это. Это было так весело. А потом в этот самый момент мне в руку залетела пчела и ужалила. Я даже не знал, что ответить, потому что даже не думал об этом. А режиссер такой: что с тобой? Например, что случилось? Я такой: боже, меня ужалила пчела. А он такой: ну и что? Это же нормально. Я такой: ну ты же не ожидаешь, что тебя ужалит пчела, когда едешь на велосипеде. То есть, по сути, ты говоришь о пчеле. Когда ты ударяешься о пчелу, это просто нормально. Но когда ты едешь на велосипеде или что-то в этом роде, это превращается в пулю. Да? Да, я имею в виду, что это жжет. Ты не знаешь, осталась ли пчела в твоей куртке, но в реальной жизни ты можешь с этим справиться. Но когда камера включена, ты просто продолжаешь ехать, как будто ничего не произошло. Да, это логично. Ты можешь есть жуков, можешь есть камни. Когда едешь так быстро, камни ощущаются как пули. Особенно если ты не надел шлем. А когда заканчиваешь поездку, все лицо в масле, потому что у Харлея протекает. Харлей перед тобой как бы обливает тебя маслом. Поэтому ты стараешься надеть бандану или что-то еще, иначе у тебя будет коричневый рот, нос и все остальное. Мне просто интересно. Да? Итак, Чарльз, как ты тренировался, прежде чем стать байкером-преступником? Как ты готовился к этому? Если я не ошибаюсь, ты был помешан на математике. Потом тебя поймали, а потом предложили сделку. И после этого ты внедрился в банды. Да, я был преступником большую часть своей взрослой жизни до 30 лет. То есть с 19 до 30 я был скорее гангстером. Ну, во-первых, я вырос в испаноязычном районе Лос-Анджелеса. Так что я общался с членами банд с самого раннего возраста, а также с мексиканским рабочим районом Лос-Анджелеса. Так что я как бы вырос в баррио. Так что я общался с преступниками с юных лет. Поначалу я сам не употреблял тяжелые наркотики. Я был успешным наркоторговцем и контрабандистом дуба. На самом деле я работал на русских и болгарских мафиози, в основном в Лос-Анджелесе, Иван. А потом я увидел, что рынок начинает захватывать метамфетамин. Так что я сказал себе: ну что же, мне нужно научиться его производить. К тому времени я все еще не увлекался тяжелыми наркотиками. Мне было около 28 лет. Да, мне было около 28. Я сказал: знаешь что, я хочу выбраться из этой лаборатории как можно быстрее. Так что я собираюсь принимать метамфетамин, чтобы не заснуть. Я готовлю еду, чтобы сделать это быстрее и с меньшим риском, приберусь в лаборатории и покончу с этим. А потом, конечно, я сам стал зависимым. И так продолжалось около 2 лет. Так что большую часть своей криминальной карьеры я им не был. Но общаясь с членами банд, мафиози и тому подобными людьми, я уже знал их менталитет. Единственное, что мне нужно было изменить, это мафиози. Они смотрят не столько на власть, сколько на то, сколько денег они могут заработать. Ты же знаешь, что власть нужна скорее для того, чтобы защитить тебя и убедиться, что люди не воруют у тебя. Так что все вроде как должны тебя бояться. Для 1% американцев главное обладать властью. Так что мне просто нужно было взглянуть на это с другой стороны. Хорошо, если бы я больше заботился о власти, как бы я поступил. И мне пришлось в этом участвовать. И единственная причина, по которой я выжил, это то, что я вырос на мотоциклах. Если бы не это, я бы не справился. Но да, я думаю, что если всю жизнь общаешься с преступниками, ты понимаешь их менталитет. Я часто общался с членами латиноамериканских банд. Для меня 1% — это просто банда на мотоциклах. Я относился к этому так и старался думать, что это просто роль, где мне нужно смотреть на это с точки зрения власти, а не денег. В этом есть смысл. Да, это имеет смысл. Вот еще один интересный вопрос. Знаешь, мой канал посвящен в основном фильмам и сериалам про мафию. И кто, по твоему мнению, самый безжалостный из них? Итальянская мафия или банды 1%? Я бы сказал, что итальянцы умнее. Чтобы стать своим, нужно кого-то убить. Чтобы быть в банде байкеров, убивать никого не нужно. Ты можешь кого-то убить, но ты должен быть готов к этому, если начнется война с другой бандой байкеров. То есть ты должен быть готов, но тебе не нужно быть назначенным или быть кандидатом. Тебе не нужно никого убивать. А чтобы стать своим в итальянской мафии, нужно кого-то убить. Я был знаком с мексиканской мафией, которая, на мой взгляд, самая могущественная, не самая богатая
мафиозная организация в Америке. Но, наверное, самая могущественная мексиканская организация в Америке. Мексиканская мафия в Калифорнии – это, конечно, мексиканская мафия из сериала «Во все тяжкие». Да, логично. Ладно, следующий вопрос к Димону. Был ли на съемках какой-то момент, который заставил вас поверить, что это реальность, а не просто роль? Ну, цель актера – сделать все по-настоящему. Я пытаюсь вспомнить. В первом сезоне были забавные сцены. Мы снимали большую часть в Канаде, но 2 недели провели в Аризоне, снимая все сцены. В первый день нам выдали суточные. Не знаю, знаете ли вы, что это такое, но это деньги, которые ты получаешь как актер. И в первый вечер мы пошли гулять и потратили все деньги, потому что мы как будто были байкерами и хотели повеселиться. Мы с Дарко слишком поздно вернулись, а на следующий день нам сказали, что мы будем сниматься в сценах с ездой на байках. И это были сцены с настоящими байкерами. Мы ехали в группе, и нас было около 40 или 50. Они снимали на специальной камере, которая крепится к Porsche Cayenne, и она была на кране. Она может приближаться к лицу, снимать колеса, проезжать между людьми. Она крутится вокруг тела, да? Но твоя задача — поддерживать постоянную скорость и держаться на расстоянии от остальных, верно? Но мы были с похмелья и пытались не отставать. Но в то же время все эти парни пытаются проявить себя, верно? Они не обязательно участвуют в шоу. Они просто, знаете, байкеры, которые любят быструю езду. И ты стараешься не отставать от них. Но если тебя ударит эта рука, ты упадешь, верно? И ты думаешь, что мы едем, не знаю, может, со скоростью 60 миль в час. Мы не ехали со скоростью 100 миль в час. Но я помню, что мне пришлось протереть объектив. Так что ты едешь в паре с кем-то, а потом тебе нужно навести камеру, верно? И эта рука как будто висит в воздухе, и я вижу, как Иоанн Дарко едет впереди меня, и он колеблется. И я думаю, о да, он чувствует это. Он собирается сделать это. И тогда настал мой момент. Это было время, когда я был ведущим шоу, и мне нужно было поддерживать высокий уровень или установить определенный уровень аутентичности. Так что я должен был использовать все, что делали другие. Но это был единственный сценарий, в котором я мог контролировать только то, что делал я сам, верно? Я не мог контролировать других. И я не знаю, я должен был доверять этим парням. Эти ребята, которые работали в российском подразделении, только что закончили «Миссия невыполнима 3», кажется. Расскажите нам истории о Томе Крузе. Знаете, как он едет так быстро, что они должны стараться не отставать от него? И он как бы подогревал эго каждого, верно? И все соревновались с кем-то, кто делает это на сумасшедшем уровне. Ну да, вот тогда я понял, что не знаю, справлюсь ли я, но в то же время, как Чарльз и говорил, ты не хочешь этого делать, но ты просто делаешь. Так что это, наверное, самое близкое к тому, чтобы почувствовать себя частью этого. Да, абсолютно. Следующий вопрос к Чарльзу. Из 3 байкерских банд, в которые вы проникли, какая была самая опасная и почему? Ну, я думаю, что в целом самыми опасными были преступники и монголы, но преступники были опаснее. Потому что они воевали с ангелами ада с 1972 года и были сосредоточены только на этом. Их главной целью в жизни было убивать ангелов ада. Они не ходили по барам и не искали женщин. Они не ездили на большие гонки, как в Дайтоне, чтобы повеселиться и напиться. Они думали только о том, где сейчас ангелы ада и как их достать. Это было похоже на середину 70-х. Знаете, они были грязными, бородатыми, неопрятными. Вага были больше похожи на байкеров 21 века. У них есть Facebook. Они не воевали. Они, конечно, крутые, но не воевали с другими байкерскими бандами. Так что, знаете, это была большая война. Сейчас они воюют с ангелами ада, но тогда этого не было. У них не было такого опыта. Они не знали, как закладывать бомбы под машины и делать все то, что преступники делали 50 лет. Они привыкли выслеживать врага, собирать информацию о его местонахождении, распорядке дня и так далее. Знаете, они занимались контрразведкой и всем, что связано с войной. И я думаю, что в целом, если говорить о хардкорных преступниках, то отверженные определенно были бы в числе лучших, даже если бы вы собрали всех байкеров Америки.
Да, это логично. Знаете, я думал о мафии и так далее. Обычно, когда люди думают об итальянцах, они вспоминают байкеров и так далее. Но я думаю, что сейчас все эти банды тесно связаны. Например, братство с наци-лоурайдерами и другими байкерами. Русская мафия отмывает для них деньги. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Нет, я думаю, что если вы собираетесь вести бизнес, особенно если вы из организованной преступной группировки, как некоторые из этих байкерских банд, вам придется иметь дело со всеми. Даже с азиатскими гангстерами, с армянской мафией. Все зависит от того, в каком городе вы находитесь. Я знаю, что язычники и Аллах в Чикаго выполняли заказы для итальянцев, а Аллах в Бостоне работал на ирландскую мафию. Поэтому они будут связаны, потому что помогают друг другу. А в Канаде, откуда родом Дэймон, страной правят ангелы ада. Они там главная мафия. Они больше похожи на гангстеров. Знаете, они отличаются от американских байкерских банд. Так что все зависит от того, в какие страны вы едете. Ну да, это если ты умный бизнесмен и хочешь быть в топе, тогда тебе придется иметь дело с любой организацией в твоем городе. Да, это логично. Просто хочу предупредить зрителей, что заниматься преступной деятельностью — это очень плохо. Так что не делайте этого. Мы просто делаем это ради интервью. Ладно, давайте продолжим. Следующий вопрос к Димону. Не повлияла ли на тебя игра такого параноика и одиночки на съемочной площадке? Ну, я и так параноик и одиночка по натуре, но нет, знаете, когда я получил эту роль, мы с женой поехали в Сицилию. И когда я читал сценарий, я снова перечитывал книгу и думал, подождите-ка, а что если эти ребята обидятся на меня за то, что я играю этого шпиона? Что если они захотят что-то сделать со мной, будь то физически или в отношении моей семьи? И еще я думал, а что если они захотят что-то сделать со мной, потому что я играю этого параноика, и я действительно не знал, что делать. Потому что у ангелов ада есть отделение или клуб в 3 кварталах от моего дома. The paranoia of that, and then also like I didn't really have much experience with. I mean, in the area that I live in, the Hells Angels they do have a chapter or a clubhouse. That's probably like 3 blocks away from where I live. И я всегда проходил мимо, но это было просто бетонное здание. В центре была небольшая скульптура. Это единственное, что указывало на то, что это ангелы ада. Но все знали, потому что там стояли мотоциклы. Так что я всегда знал об их присутствии и никогда не думал, что, ну, знаете, моя жизнь пересечется с их жизнью. Они всегда где-то на периферии. И вообще, когда ты начинаешь притворяться кем-то другим, ты начинаешь задумываться, не обидел ли ты кого-то этим. И что они имеют против Чарльза. Верно? Если они не могут поймать его, они точно знают, где я. Они могут прислать сообщение. Это немного напрягает. У меня было, не знаю, может быть, просто беспокойство. Наверное, это лучший способ описать это. Ты просыпаешься и думаешь, черт, что бы я сделал, если бы кто-то пришел за мной? И как бы я защищался от целой банды? Думаю, самое страшное в бандах — это то, что их так много, верно? Ты не знаешь, где они. Когда я впервые встретил Чарльза в Аризоне, я помню, как гулял и был поражен тем, что этот парень просто гуляет. В Аризоне много байкеров, верно? И когда ты снимаешься, тебе говорят, когда ты не на камеру, снимай нашивку. Мы не хотим проблем с бандами. А он просто гуляет. Я повернулся к полицейскому, который шел по дороге. Я спросил его, как он может просто так гулять. И тогда он, настоящий американский ковбой, повернулся ко мне и сказал, у каждого свое время. Верно? Я подумал, ну ладно, я никогда не думал об этом с такой точки зрения, понимаете? Да, это забавно, да, это забавно. Нужно просто смотреть на это с такой точки зрения, верно? Ты должен был это сделать. Я тоже пригласил на съемки байкерский клуб, и все они были вооружены. Так что, знаешь, у меня была такая поддержка, и там был тот полицейский. Но когда ты делаешь что-то подобное, ты как бы говоришь, к черту все, верно? Если пришло твое время, значит пришло. Знаешь, ты можешь сделать все, что в твоих силах. Но если ты будешь всю жизнь оглядываться через плечо, ты сойдешь с ума, понимаешь? Так что рано или поздно тебе придется это прекратить. Абсолютно. Обычно, когда я говорю со своей аудиторией, я сравниваю ваше шоу с «Сопрано». И я сказал то же самое Димону, когда мы болтали в WhatsApp. Вообще-то большинство людей сравнивают ваш сериал с «Сынами анархии», что, на мой взгляд, полная чушь, потому что это 2 разных шоу. В «Сынах анархии» все очень романтизировано. Представь, что
это как крестный отец, понимаешь? Все собираются на рассвете, и подростки, посмотрев это, могут подумать: о, может, я бы хотел присоединиться к этим ребятам. Потому что там есть братство, которое занимается бизнесом и прочим. А в вашем сериале показано все, со всеми последствиями. Так что давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос к Чарльзу. Джей Доббинс сказал, что работа под прикрытием похожа на игру в шахматы со своей жизнью. Как вам удавалось оставаться в безопасности? Да, это забавно, потому что я дружу с Джеем и всеми ребятами из этого круга, мы все знаем друг друга, потому что выступаем с одинаковыми речами на одних и тех же конференциях правоохранительных органов и тому подобном. Даже когда я только начинал выступать с речами, наверное, в 2011 или 2012 году, люди спрашивали меня, зачем я это делаю. А я отвечал, что это как игра в шахматы, где на кону жизнь и смерть. Мы с ним говорим почти об одном и том же. Когда играешь в шахматы, нужно думать на 8 или 9 ходов вперед, чтобы выиграть партию. Если ты этого не делаешь, то не сможешь выиграть. Это требует большой концентрации и размышлений. Нужно быть одержимым своей работой и постоянно думать наперед. Что бы ты ни сказал или не сделал, как это воспримут. Как они отреагируют? Как я отреагирую? Как они отреагируют на это? Нужно думать на много шагов вперед. Вот почему мы с ним используем одну и ту же фразу. Да, это имеет смысл. Потому что большинство людей, смотря шоу или читая книгу, думают, что это вымысел, но это действительно произошло. Это просто поражает меня. Я бы не был таким крутым, как вы, Дэймон. Чему вы научились у персонажа, который постоянно притворялся сильным? Хороший вопрос. Я по натуре ранимый. Думаю, это одновременно и сила, и слабость. Особенно, когда дело касается актерской игры, я постоянно осознаю, что все может закончиться в любой момент. Так что мне было сложнее всего с физической подготовкой, например, притворяться, что я сильнее, чем на самом деле среди других парней. Забавно, что в первом сезоне бюджет был очень скромным. У нас были общие трейлеры, не знаю, может вы знаете, но на обычной съемочной площадке у каждого свой трейлер. А у нас был один большой автобус на всех. И мы все переодевались вместе. Я имею в виду, что все парни были вместе. Девушек в автобусе не было, но и в сериале их было немного. Но да, парни обсуждали сцены и ну типа мерились членами, если так можно выразиться, верно? И я был главным героем сериала. В большинстве сцен они часто говорили обо мне. Я старался не зазнаваться и просто поддерживать разговор. Но это было непросто, потому что ты постоянно с кем-то ругаешься, не то чтобы ругаешься, а просто обсуждаешь, потому что актерская игра — это притворство. Ну, знаешь, ты все равно врешь, но фишка в том, чтобы сделать это правдоподобно, верно? Если кто-то говорит, что это не выглядит правдоподобно, или если ты слишком выделяешься, это может задеть твое самолюбие, и ты начинаешь защищаться. Короче, отвечая на твой вопрос, я скажу, что мне было сложнее всего именно в общении с другими актерами. Например, Дон Фрэнкс, который играл ящера в сериале, он как голливудская знаменитость. Он был похож на героя первого фильма Фрэнсиса Форда Копполы. Он отличный певец и танцор. Как и этот парень, он отстаивал свои убеждения, когда ушел из Голливуда и жил в резервации в 70-х. Он отказался от всего и вернулся. Он просто человек, который знает, что такое жизнь. Верно? И он стал для меня кем-то вроде отца. Но чтобы получить его ответ на шоу, мне пришлось понять, что такое настоящая сила, внутренняя сила, когда ты знаешь, кто ты есть, и при этом не боишься быть уязвимым. Знаешь, в первом сезоне у нас были прямые включения, когда мы как будто смотрели на тебя, как будто ты. Как это называется? От первого лица? Да, это было от первого лица, но в конце передачи это было похоже на допрос, верно? Так что в те моменты были только я, камера и шоураннер. И я часто как бы уходил в эти, не знаю, в какие-то состояния уязвимости. А он говорил: нет, 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 вернись, вернись. Мы не хотим видеть, как этот парень ломается. Мы хотим видеть, как он едва держится. И в этом был весь фокус. Но уязвимость — это легко. Можно просто сломаться и сказать: «Боже, это слишком тяжело». Я боюсь всего в своей жизни, но настоящая сила в том, чтобы держаться и чувствовать все, но при этом идти вперед. Да, я думаю, это ответ на твой вопрос. Да, это ответ. Честно говоря, когда я смотрел первый сезон,
сезон и, может быть, начало второго, я полностью верил тебе. Ты был на грани безумия, особенно в начале второго сезона. Когда ты один в своей квартире, тебя охватывает какая-то тошнота, может быть, тревога, и ты не знаешь, что тебя ждет в будущем. Так что да, это было потрясающе. Знаешь, в чем была реальность? После первого сезона мы вроде как обсуждали возможность его продолжения, но это было не совсем так. Это просто могло бы быть, верно? Это всегда было под вопросом. И поэтому прошло, кажется, не меньше года, да, Чарльз? Между первым и вторым сезонами прошло много времени. А первый сезон снимали около полугода, верно? Мы работали 10 дней, потом 3 недели отдыхали, а потом возвращались. И это был действительно необычный способ съемок. И вот в первой сцене в моей квартире я просто подумал, это правда происходит? Я был рад вернуться на съемочную площадку, но в то же время понимал, что все может закончиться в любую минуту, понимаешь? И в итоге так и случилось. Я имею в виду, что сериал настолько реалистичен, насколько это возможно. Я думаю, что мы должны отдать должное Чарльзу, конечно, и тебе, потому что ты играл, а Чарльз был. Да, с первого сезона мы почти не теряли связь. Я не знаю, думаю, мы общаемся каждую неделю. Да. Да. Да, это логично. Знаешь, пока я готовился к интервью, я 4 дня подряд смотрел интервью с байкерами. Я пытался вникнуть в это. Так что ладно, следующий вопрос к Чарльзу. После того, как ты оставил карьеру агента, после так называемого предательства всех этих банд байкеров, ты чувствовал себя виноватым или что-то в этом роде? Да, мне часто задают этот вопрос. И я думаю, что настоящие федеральные агенты, которые этим занимаются, иногда чувствуют себя виноватыми. Конечно, были ребята, которые мне нравились, о которых я заботился и с которыми сблизился. Но я знал, что если ты преступник, то лучшее, что может с тобой случиться, это попасться. Потому что если этого не произойдет, они умрут от передозировки наркотиков. Их убьют или посадят в тюрьму на всю жизнь. Поэтому большинство из тех, кому предъявили обвинения, которые привели бы их в тюрьму всего на 3, 4 или 5 лет, сдались. А когда их арестовывали по обвинению в рэкете, им грозило от 20 лет до пожизненного без права на досрочное освобождение, и 80% из них сдавались. Так что они больше не могли вести такой образ жизни. Знаешь, я как богобоязненный человек, думаю, что это тоже лучшее, что может случиться. Потерять все, опуститься на самое дно, а потом обратиться к Богу. Я надеюсь, что так будет со всеми ними. Я надеялся на лучшее, но веришь или нет, я думаю, что арестовывая людей, ты спасаешь им жизнь. Тоже. В этом есть смысл. Просто чтобы прояснить, я не фанат байкерских банд. Я все еще на светлой стороне. Я не пытаюсь оправдать этих ребят и выставить тебя виноватым. Я просто выступаю в защиту зрителей. Поэтому я должен был задать этот вопрос. Но в целом ты сказал, что в самом первом сезоне, когда этот старик, я забыл его имя, извини, ты знал, что будет облава, и ты пришел к нему домой и забрал всю его пшеницу. В общем, это было очень хорошо показано в сериале. Я на 100% это понял. Это братство, понимаешь? Ты смотрел «Бегущего по лезвию»? Помнишь этот фильм? Конечно, чувак. Я фанат «Бегущего по лезвию» обеих частей. Помнишь, как у Ругера Ховарда шел дождь, и он был главным героем? О, конечно, чувак. Мы сняли сцену, где была дождевая башня, и это была очень эмоциональная сцена. И он, как я уже сказал, стал для меня как отец. Я пришел туда, чтобы защитить его, и мы это сделали. Я подумал, что это был лучший актерский опыт в моей жизни. Но в итоге мы не прошли отбор. Мы вернулись и пересняли эту сцену. Мы снимали ее целый день, точнее, целую ночь. Я подумал, что это было прекрасно, но режиссер не был доволен тем, как это получилось. Мы вернулись и сняли сцену с одним источником света. Он сидел по другую сторону камеры, а я по другую. Мы сняли это за полчаса. Я имею в виду, что в итоге получилось то, что мы хотели. Но я бы с удовольствием посмотрел ту сцену, которую мы снимали под дождем, когда я упал с мотоцикла. Я должен был уехать от гаража, но, понимаешь, там было всего метров 30, и я не успел остановиться. И знаешь, начался дождь. Я просто рванул оттуда. Потом слегка нажал на передний тормоз, и мотоцикл просто взревел.
Я такой, черт. Это урок для всех. Нужно пользоваться передним тормозом. Да, но эта сцена была очень реалистичной. Я не из тех, кто плачет даже во время просмотра фильмов с женой, но я был очень близок к этому. О, это хорошо. Настоящий искренний парень. Да. Да, Кстати, он тоже умер. Он и парень, который играл дьявола и ребенка. Да, Стивен Макинтайр. Мы потеряли 3 человек, которые погибли во время съемок, а не после. да, так и есть. Кто еще? Его звали Маркус. Он играл одного из. Это такой седовласый парень, симпатичный. В первом сезоне он был президентом, но не из нашего города. Это была небольшая роль. Ладно, кажется, я его помню. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос к Чарльзу. Друзья, я смонтировал это интервью с Дэймоном Руняном и Фалько всего за 1,5 часа, благодаря Riverside FM. Платформа автоматически удаляет паузы, слова-паразиты, усиливает звук, генерирует субтитры и делает вертикальное видео 9:16 для соцсетей. Распознает количество спикеров, умеет разделять голос на отдельные треки. А проект можно сразу экспортировать в Premiere Pro или DaVinci Resolve. Купил Pro подписку всего $29 в месяц, оно того стоит. Да, там есть халява 14 дней. Хочешь протестировать, ссылку оставлю в комментариях. Когда вы писали книгу, были ли моменты, которые заставили вас задуматься, как, черт возьми, вы выжили? Да, я до сих пор об этом думаю. Ты всегда думаешь, что, оглядываясь назад, понимаешь, что это было безумием или глупостью, или и тем, и другим. Понимаешь, о чем я? И мне до сих пор больно от этого, понимаешь? У меня до сих пор болит шея, плечо, другое плечо, которое я повредил во время другого расследования. Так что ты тоже чувствуешь эту боль. Но да, я смотрю назад и думаю, как вы, ребята, смотрите и говорите: «Боже, это безумие». Знаешь, зачем кому-то это делать? Но да, это была безумная поездка. Мне до сих пор снятся байкерские банды. Знаешь, раз в месяц мне все еще снятся такие сны. Так что да, это то, что останется с тобой навсегда. Так что не рекомендую заниматься такой работой. Это абсолютно логично. Я бы не хотел оказаться на твоем месте, но я восхищаюсь твоей работой. Я тебя не виню. Спасибо тебе большое. Ладно, следующий вопрос к Димону. Я хочу угадать, какая сцена или эпизод были самыми эмоциональными на протяжении всего сериала. Я хочу поспорить. Мне очень понравилась сцена в тюрьме и эпизоды в тюрьме. Да, определенно. Я имею в виду, это было интересно, потому что Стивен Кемп, шоураннер, построил декорации. Тюремная камера была на колесиках, так что можно было двигать стены и все остальное, и падать на кровать. Так что это было по-настоящему. Как будто само государство было огромным, я имею в виду, что эмоциональная напряженность была больше в сценах, снятых прямо на камеру. Что странно, потому что все эти сцены сняты прямо на камеру, и, как я уже говорил, ты смотришь в объектив, а режиссер находится по другую сторону камеры. И ты видишь его отражение в объективе. Так что он не играет с тобой, понимаешь? Он просто задает вопросы и ждет ответа. Так что все время ты должен сам создавать эмоциональную атмосферу, верно? Но самое сложное с точки зрения эмоций сцена была, когда я боролся за жизнь своей девушки. Они сказали: нет, она должна выжить, потому что мы по какой-то причине не хотим показывать ее смерть. И я подумал, лучше бы она умерла. С точки зрения актерской игры, если я убил эту женщину, мне будет что играть дальше. Но самое смешное, что это была ночная сцена. На съемочных площадках есть правило, что нельзя задерживаться, верно? Потому что сверхурочные стоят намного дороже. Мы не успели снять сцену, где я нахожу свою жену в душе с перерезанными венами. Было уже 5 утра, и они сказали: давайте сделаем это быстро. А я такой: о чем вы говорите? Я захожу и вижу свою девушку. Я думаю, что она мертва, верно? А они говорят: ладно, нам пора идти. Нам пора идти. И это было буквально так. У меня было всего 10 минут, чтобы снять эту сцену с ней и сделать все нужные кадры. Это было безумие, но именно в этот момент я оказался в самом темном месте. Но это было и самое быстрое время, самый быстрый поворот, который тоже добавлял напряжения. Потому что я как будто боролся с продюсером, говоря, что нам нужно больше времени, что нам нужно работать сверхурочно. И в то же время нужно было оставаться в моменте, возвращаться к сцене, потому что они могли просто вырезать ее, и сцены могло не быть. Так что да, это была самая сложная часть. Думаю, следующий вопрос будет очень похож, но я обращусь к Чарльзу. Что было самым безумным или опасным, что вам приходилось делать, чтобы сохранить свою
свою легенду. Бывали моменты, когда я думал, что умру или мне придется убить кого-то из них в целях самообороны, или потому что они собирались убить кого-то другого. Думаю, я расскажу вам историю о Дэниеле Формине. Он был твистом. Он был тем, кого спрятали в сериале. Дэниел Формин, конечно, совершил убийство. Я заставил его признаться в этом, или он сам признался мне, пока я записывал. Так что у меня есть запись. Он был маньяком. Примерно через полгода после начала расследования я получил запись, и мне не нужно было больше видеться с этим парнем еще 1,5 года, потому что он был просто сумасшедшим. Он был наркоманом. Он был еще и сторонником превосходства белой расы. Он всегда устраивал хаос. Он постоянно сидел в тюрьме, а потом его выпустили. Прошло уже почти 3 года. У нас осталось 4 дня, и мы не знаем, где сейчас Дэниел Форман, он же Твист. Мы не знаем, где он живет. Поэтому нам нужно, чтобы ты с ним связался и узнал, где он живет. То есть мне нужно позвонить ему и сказать: «Эй, братан, как дела? Можно я к тебе зайду?» И это будет не 5-минутный визит. Это значит, что мне придется с ними тусоваться. И если вернуться к началу, когда я только начал это расследование, знаешь, расследование Вага, то в АТФ мне сказали, что самое важное — не быть там, когда они кого-то убивают. Потому что, скорее всего, и меня тоже в итоге обвинят. И мне всегда нужно было об этом помнить. Если они собираются кого-то убить, я должен попытаться их остановить или уйти оттуда. По сути, мне пришлось бы прекратить расследование, если бы они это сделали, потому что мне пришлось бы выбежать и позвонить в 911. Или сделать что-то, чтобы защитить этого человека, если они собирались его убить. Даже если я просто был в комнате, они приводили туда кого-то и убивали. Я не мог просто смотреть на это. Мне нужно было как-то вмешаться. Иначе меня тоже могли бы обвинить в убийстве. И, конечно, никому не хочется видеть, как кого-то убивают. Так что я узнаю, где Дэниел. Я ему звоню. «Как дела, братан? Слушай, я хочу к тебе зайти. Давай, приходи». И вот я иду к нему домой. У меня с собой нет прослушки, так что никакой подстраховки или чего-то подобного. В 98% случаев у меня не было подстраховки, если только я не покупал наркотики или оружие. Я не федеральный агент, у которого всегда есть подстраховка, куда бы он ни пошел. У меня ее нет. Так что я иду к нему домой, и мы просто болтаем. В то время я был сержантом в своей организации. Сержант — это силовик. Он исполнитель. Ну, Дэниел начинает говорить со мной. Он такой: «Эй, брат, мне нужно поймать этого парня. Он, знаешь ли, распускал слухи обо мне. Так что мне нужно, чтобы ты пошел со мной». И вот он надевает перчатки, а потом берет металлическую палку длиной в 2 фута, обмотанную скотчем. Я такой: черт, он собирается забить этого парня до смерти. И я говорю: ладно, брат, я пойду с тобой, но мне нужно взять свою машину, чтобы я мог уехать сразу после этого. И я решил сделать это, чтобы позвонить своему куратору из АТФ и сказать: «Эй, посмотри, он идет туда, останови нас» или что-то в этом роде. Мы приезжаем, я еду за Дэниелом и звоню. И впервые в жизни он не отвечает, потому что он был в суде. В суде нельзя пользоваться телефоном. Я просто оставил сообщение. Я смотрю, как Дэниел идет к дому этого парня. Если он начнет избивать этого парня до смерти, я убью Дэниела. И я понимал, что мне, возможно, придется его убить, или что я, скорее всего, убью его, потому что он собирался забить этого парня до смерти. В США, если ты пытаешься спасти чью-то жизнь, ты можешь убить человека. А у меня в тот момент не было никакого оружия. Я просто пытался придумать, что мне делать. Мы остановились перед домом этого парня. Он говорит: «Давай постучим в дверь». Я иду за ним и вижу большой валун. Я стою позади Дэниела, пока он стучит в дверь. Я знаю, что если он начнет избивать парня до смерти, я просто разобью этот камень о его голову и уберусь оттуда к чертовой матери. Я пойду в отель, а потом позвоню в полицию, чтобы меня забрали. Он стучит в дверь. Он держит трубу за спиной. Парень подходит к двери и говорит: «Эй, ублюдок, ты говоришь обо мне всякую чушь». Да. И парень просто падает на пол, как 4-летняя девочка. Он начал умолять о пощаде, но это было идеально. Для меня, конечно, потому что, знаете, я надеялся, что он пощадит парня. Потому что тот плачет, как ребенок. А парень такой: «Нет, не надо, Дэниел». Да. И Дэниел такой: «Ладно, но лучше тебе больше не говорить ерунды». Да. И мы ушли оттуда. Но знаешь, у нас было еще несколько похожих случаев, когда, знаешь, я думал, что все закончится смертью, перестрелкой или еще какой-нибудь безумной хренью. Но таких случаев было, наверное, с полдюжины. Я мог бы рассказать
рассказывать об этом 4 часа. В общем, что касается этой истории, это было что-то вроде, как это называется? Экшн-сцена, да? То есть ты думаешь, что все, ты сделал свое дело. Но тут тебе приходится делать всякое дерьмо. Представь, что ты Донни Браско. Потому что я обычно сравниваю твою историю с Донни Браско. Потому что его последнее задание — выследить какого-то парня и прикончить его. И тут полиция его арестовывает, и он раскрывает себя как агент. Так что, в общем-то, он спасся. А этот парень пытался прикинуться 8-летней девочкой. Да, 8-летней школьницей. Итак, следующий вопрос к вам обоим. Все сравнивают под прикрытием с сынами анархии. Что, по вашему мнению, упускают люди, когда сравнивают эти сериалы? Ты хочешь начать, Дэймон? Да. Ну, я видел большую часть. Не всю, конечно. Да, давай ты. Я уже отвечал на этот вопрос раньше. Типа, ну что ты думаешь, когда смотришь «Сынов анархии»? Но когда сериал только вышел, я не хотел его смотреть, потому что не хотел вспоминать прошлое. Но знаешь, если я начинаю смотреть что-то подобное, у меня начинают сдавать нервы, и мне потом это снится. И знаешь, сейчас у меня бы не было с этим проблем, но тогда я смотрел как сериал, но это было больше похоже на мыльную оперу. Это была какая-то мыльная опера про байкерские банды. Да, это было похоже на мыльную оперу. И дело не в том, что она не была интересной для тех, кто хотел ее смотреть. И не в том, что это было плохое шоу. Но для меня это была просто драматичная мыльная опера. После первого сезона мне стало скучно. Да, я думаю, что наше шоу совсем другое. Хотя Тейлор Шеридан, вы знаете, кто это? Конечно. Йеллоустоун, и да, тот человек-призрак, в которого он вселился. Мы хотим сотрудничать с ним. Если он нас слышит, он был 5-м в списке. Я не помню, какой номер был у той девушки, но он вдохновился «Сынами анархии», верно? Я согласен с Чарльзом. Это было больше похоже на мыльную оперу. Я думаю, что Арша более разносторонний в плане того, как он проникает в банду. Понимаете, основное внимание уделяется проникновению, а не жизни в банде. И мы пытаемся это исправить. Я имею в виду, я немного говорил с вами о том, что написал сценарий для художественного фильма, который продолжит историю. И для нас важно, и Чарльз может это подтвердить, что это две стороны уравнения, верно? Он говорил, что если тебя поймают на месте преступления, связанного с убийством, тебя могут лишить статуса информатора, верно? Это значит, что ты сядешь в тюрьму и будешь отбывать срок. И я думаю, что это нужно исследовать и понять. Дело в том, что эти информаторы-натуралы часто сотрудничают с федеральными агентами. Это не значит, что их не уважают, просто к ним не относятся как к полицейским. Понимаете, они как бы обесцениваются из-за своего криминального прошлого и того, что они обменивают свое время на другое время. Я думаю, что написав эти две строчки, мы затронули эту тему в сериале, в том смысле, что у вас есть обязательства. И я не думаю, что тут есть что-то правильное или неправильное. Знаете, я не думаю, что это черно-белая ситуация. Я не думаю, что все парни из банд плохие, а все полицейские хорошие. Я думаю, что мы люди, и мы как племя, и в какой бы группе мы ни были, мы поддерживаем ее идеалы. И самое классное в информаторе то, что он как бы балансирует на грани. И я думаю, что как в драме или в истории, это то, о чем можно рассказывать бесконечно, потому что это как эмоциональные качели. Единственное, что, по-моему, сохраняет нашу индивидуальность и человечность, это наши семьи, верно? Я имею в виду, что мы можем лгать им и предавать их. И я думаю, что у вас есть весь спектр эмоций, которые вы испытываете в своей профессиональной жизни, но главное, что ваши дети или, например, отношения с семьей, это то, что сохраняет подлинность вашего характера. Кем ты становишься, зависит от того, кем ты был в детстве. Ну, это меняется, но в основе своей это все те же истинные идеалы. И я думаю, что разница между этими двумя сериалами в том, что в «Сынах» больше отношений, как в мыльной опере, как сказал Чарльз. А мы исследуем, что нужно для этого и как это сделать. И я думаю, что насилие в обоих сериалах примерно одинаковое. Сексуальность в «Сынах» определенно была показана больше, чем в нашем сериале. И я думаю, что если бы у нас была возможность сделать это на стриминговой платформе, то мы могли бы сделать рейтинг R, чтобы показать больше насилия и сексуальности, что, я думаю, действительно подошло бы для сериала. Да, теперь, Чарльз, я хочу спросить тебя, каким был секс в «Нет»?
Мы просто исследуем это. Ну, знаешь, они не пытались быть реалистичными. Это было похоже на шекспировскую пьесу. Ну, это было гениально продумано, но это не было попыткой сделать то, что пытались сделать мы. Один сериал пытался показать, как проникнуть в банду байкеров и как изобразить их более реалистично. Другой сериал — это, знаешь, я отлично ездил на мотоцикле. Отличная, невероятная игра, невероятная режиссура, но это было больше похоже на шекспировскую пьесу, и это отлично сработало. Я имею в виду, что этот сериал был просто невероятным. И посмотри, сколько всего они продали. Но да, я не думаю, что их можно сравнивать. Я думаю, ты прав. Это как яблоки и апельсины. Да. Совершенно верно. Я не актер, так что я могу говорить все, что захочу. В общем, я ненавижу это шоу «Звуки энергии». Я не могу его смотреть. Максимум один сезон, и все. Для меня это как какая-то, не знаю, мыльная опера, как ты и сказал. И есть небольшая разница, но она очень важна, потому что твое шоу может быть связано с нуарным жанром. Это как будто вопреки всему, и один герой, один воин идет против всех. Разве ты не относишься к ушедшим? А да. Да, ушедшие. Он смог выразить это. И ты сделал то же самое, Дэймон, на что я надеялся. Я помню, как Стивен Кемпин рассказывал мне мою историю 4 дня подряд. Он приезжал туда, где я тогда жил. И было очень важно показать, и Дэймон отлично справился. Как его зовут, и ушедшие тоже отлично справились. Смогли показать тревогу, страх и одиночество, которое это вызывает. И мне понравилось, как ушедшие показали, как Ди Каприо убивают. Знаешь, так бы и убили тебя. Ты просто заходишь в здание, и кто-то стреляет тебе в затылок, и все. И ты даже не понимаешь, что, скорее всего, ты мертв. И я подумал, что это очень реалистично, каково это проникать таким образом. И Дэвид тоже смог это сделать. И это даже без моего участия, понимаешь, я был один. Думаю, режиссер уже представлял, что я чувствую. А потом он выбрал Дэймона, потому что думал, что Дэймон сможет передать эту атмосферу, и Дэймон отлично справился. Если вы спросите меня, кого бы я еще выбрал на эту роль, я бы никого не назвал, кроме Фалька, и я иногда думаю, что Фалька больше подходит на эту роль, чем я. Ого, ничего себе. Но я согласен, он был великолепен. Я имею в виду, что я снова буду пересматривать этот фильм на выходных. Кстати, мы говорили о отступниках. Честно говоря, я не хочу, чтобы ваш герой умер в самом конце, потому что Ди Каприо умирает в самом конце. Пожалуйста, продолжайте эту франшизу. Я должен умереть рано или поздно, чувак. Я не могу жить вечно. Но да, благословит тебя Бог. Да, благословит тебя Бог. Я сказал, что мы просто придумаем что-нибудь, если он умрет. Не волнуйся об этом. Какой-нибудь спин-офф. Да, у Дарка. Или мы сначала убьем Дарка. Конечно. Да, это имеет смысл. Итак, вопрос к вам обоим. Я искал на Reddit. Есть много людей, которые все еще интересуются сериалом, и они спрашивают уже много лет. Есть ли шанс, что «Гангстер под прикрытием» продолжится? Мы пытаемся продвигать его уже много лет. Похоже, это может произойти. Как я уже сказал, я написал сценарий для художественного фильма с Чарльзом, и мы думаем, что он в отличном состоянии. Мы думаем, что история хорошая. Это продолжение истории, которая началась 10 лет назад, и мы рассказываем о нескольких других операциях. Сейчас фильм находится на стадии производства в Cineflix. Это компания, которая владеет правами на сериал, они и еще несколько других. У них есть сценарии, они изучают возможности, и есть сериал под названием «Вайнона Эрп». Я не знаю, слышали ли вы о нем. У него было 3 сезона, но потом его закрыли. А потом они вернулись и сняли полнометражный фильм, потому что фанаты этого хотели. И они смогли это сделать. И это вызвало большой интерес. И по иронии судьбы, Мелани Скробан, которая играла мою возлюбленную в первом сезоне, теперь играет главную роль в «Вайноне Эрп». Так что, может быть, там есть какие-то дети, которые могут нам помочь. Но в любом случае, сейчас на рынке есть большой потенциал. Похоже, что шоу без продолжения не будет. А что за мексиканское шоу? Ладно, Майя. Майя тоже сейчас не выходит в эфир. Это было забавно. Один из парней в Cineflix сказал: «Я не знаю, есть ли спрос на это шоу». А мы такие: «О чем ты говоришь?» Сейчас самое подходящее время для выхода, будь то фильм или новый сезон. Но на рынке определенно есть пробел. Я имею в виду, что было с фильмом с Томом Харди.
Это было последнее, что появилось в основных СМИ. Так что я думаю, что мы подходим для этого. И я думаю, что есть много пересечений, но, как я уже сказал, Тейлор Шеридан, если ты нас слышишь, мы ищем тебя, чувак. Мы бы хотели сотрудничать. Привет, Тейлор Шеридан. Мы хотим быть частью этого мира. И я думаю, что он хорошо говорит на этом языке. Да? Когда смотришь фильмы вроде «Сикарио» или что-то в этом роде, это очень мужественно. В них есть уязвимость и много душевности, и я думаю, что мы отлично сработаемся. Да, он уже делал что-то про мексиканские картели, и все, к чему он прикасается, превращается в золото. Кроме одного. Этот фильм провалился. Да. В главной роли Джелли. Он главный герой, но... Он великолепен, без сомнений. Сикарио, привет, высокая вода, как там это называется? Что-то про реку, ветреная река. Вот оно. Я думаю, что «Ад» или «Высокая вода» и «Сикарио» — идеальное сочетание для того, что мы пытаемся сделать. Да. Мы хотим снять что-то вроде вестерна, ну, знаешь, в этом мире. В общем, да, это произойдет. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. И надеюсь, мы не состаримся слишком сильно и успеем закончить до конца, скажем, этого года. Я бы хотел снять что-нибудь в этом году. Конечно. Я имею в виду, чувак, да ладно, посмотри на себя. Сколько тебе? Лет 50, да? Но в основном мне лет 30, как и тебе, что-то вроде этого. В чем твой секрет? Ну, много чего, как это называется. Демон коала. Я просто мажу им лицо каждый вечер. О, понятно. Ты знаешь, что такое коалы? Пока не знаю, но узнаю. Австралийский медведь, но я просто пошутил. Я так не делаю. Ладно. Я занимаюсь спортом, стараюсь правильно питаться. Немного алкоголя тоже не помешает. Так что не волнуйся. Это джинсы. Levi's. Кроме того, я заметил, что фанаты, которые смотрели ваше шоу, особенно второй сезон, на разных стриминговых платформах, задавались вопросом, почему второй сезон прервали на середине. Из-за давления со стороны закона, проблем с безопасностью и чего-то еще. Ну да, я скажу вам чистую правду. Так вот, мы ушли с History Channel, который отказался от нас, и перешли на ANT. Глава History Channel перешла на ANT, и она была поклонницей нашего шоу. И они нас поддержали. Но они не особо рекламировали его на ANT, они выпустили его в четверг вечером, верно? И это было в то же время, что и футбольный матч в четверг вечером. В первом сезоне у нас было около 1,5 миллиона зрителей на каждом шоу. И кажется, мы начинали с 6 или 7 сотен, так что это было разочарованием по сравнению с тем, что было потом. Через 2 или 3 недели, когда мы начали конкурировать с футболом, который в Штатах просто сумасшедший, понимаешь, что нельзя ничего ставить против футбола НФЛ. Нельзя. И это было еще до стриминга, верно? Нужно было либо записывать шоу, либо знать, когда оно будет идти, но никакой рекламы за этим не стояло. Так что они сняли его через 3 недели и сказали, что выпустят его снова. Они отправят его обратно на History Channel и сделают какую-то рекламу, чего они на самом деле не сделали. Но потом они выпустили его снова на History Channel. А у History Channel есть такая штука, называется охват. Знаешь, что это такое? В основном ты пытаешься получить рекламные деньги на весь год. Так что ты хочешь, чтобы в это время показывали самые популярные шоу. А как называлось их шоу? Это было что-то вроде шоу про болото. Да, про болотных людей. Про болотных людей. Каждый раз, когда они его показывают, оно набирает от 4 до 5 миллионов просмотров. Они взяли и сняли наше шоу. Это было забавно, потому что я позвонил шоураннеру и сказал: «Чувак, я не вижу нашего шоу». Они показали его в первую неделю, и все было нормально, но не отлично. Я искал его. Кажется, это было на 2-й неделе. Я не нашел его в расписании. Он спросил: «О чем ты говоришь?» Я ответил: «Его нет в программе». Он сказал: «Я проверю». Он позвонил им, и Элейн, кажется, так ее звали, проверила. Оказывается, History сняли наше шоу и показывали его 24 часа в сутки в течение месяца, потому что хотели поднять рейтинги. А потом, поскольку они не получают налоговые льготы, если не показывают все серии, для них это важно. Они просто вычеркнули нас из программы на один уикенд. Сказали, что можно устроить марафон нашего шоу. Я не знаю. Фанаты шоу нашли его и посмотрели. И теперь оно набирает популярность в стриминговых сервисах в разных странах. Но да, они просто плохо с этим справились. И потом, очевидно, из-за того, что они вычеркнули нас на один уикенд, они не захотели возвращать население. Да, я имею в виду, что качество шоу не соответствует его стоимости, а еще у него есть фанаты, так что для меня это очевидно. Мы пытаемся донести до других людей, которые хотят сотрудничать с нами, что у нас есть фанаты, и
это наше неоспоримое преимущество. Все актеры, все участники готовы вернуться и сделать это снова. Мы готовы к этому. Чарльз готов к этому. Мы хотим вернуть шоу. Мы хотим снова выпустить этот продукт в эфир. И хотим, чтобы были и другие проекты, верно? Думаю, Чарльз лучше это объяснит. Но знаете, на своих публичных выступлениях он является частью мирового сообщества. И есть и другие проекты, которые можно реализовать. Да, в общем, вы только что задали мне отличный вопрос, потому что следующий вопрос адресован Чарльзу. Если нам дадут зеленый свет на новый сезон, куда бы вы хотели направить сюжет? Есть ли какие-то незаконченные главы из вашей жизни, которые заслуживают того, чтобы их показали? Да, мы с Дэвидом над этим работаем. Знаете, есть и другие организации, в которые я внедрялся, но они не попали в СМИ или куда-либо еще. И знаете, мы пока будем держать это в секрете, но это не байкерская банда, а одна из самых влиятельных организаций в США. Так что ждите. Думаю, вы увидите кое-что интересное. Но мы планируем начать через 10 лет после того, как расстались с преступниками. И думаю, что это будет отсылка к тому, что произошло и что должно было быть показано в другом сезоне или нескольких эпизодах. Так что вы увидите, что произошло и к чему это привело через 10 лет. Ну, в общем, мы говорим о каком-то нелинейном сюжете, да? Да, я имею в виду, что в рамках истории мы бы сделали его линейным. Просто там будет что-то, что нужно будет наверстать, понимаешь? Как будто мы пропустили день. Это все еще будет связано с байкерами, но там будут и другие группировки. Ну, это звучит неплохо. Я имею в виду, что это шоу действительно развивается. Ты не концентрируешься на байкерах, а на других бандах, может быть, на итальянцах, не знаю, может быть, на мексиканцах, в общем, на ком угодно. Думаю, фанаты будут в восторге. Например, Чарльз сравнивает Фалька с Джеймсом Бондом. О, понятно. И я думаю, что это хорошая аналогия в том смысле, что он как грязный Бонд. Понимаешь, у него есть набор навыков, которые он может использовать и применять. И ты можешь просто поместить его в любую ситуацию и найти выход или извлечь из нее максимум пользы, понимаешь? Да, это логично. Мне просто любопытно. В общем, мы знаем, что ты, Дэймон, будешь играть главную роль в предстоящем продолжении. Это будет похоже на полнометражный фильм или на сериал, не знаю. Каким мы увидим Фалька? Он будет жестче, может быть, суровее? Определенно. Да, мы думаем, что он будет настолько мрачным, насколько это возможно, учитывая его опыт, но ничего не выдаем. Да, лучше сказать, что он убийца. Он играет более мрачно, сурово. Его навыки отточены в плане тактического подхода к вещам. Он умнее. Да, он старше, понимаешь? И, возможно, у него есть семейные связи, которые играют важную роль. Я пытаюсь понять, как лучше это сделать. Вот почему я говорю об этом так осторожно, чтобы ничего не выдать. Семья — это его моральный компас, но его тянет в разные стороны. И, судя по его опыту, он стал более мрачным. Он более пессимистично смотрит на мир. Он более нигилистичен, понимаете, как будто видит конец света и хочет что-то с этим сделать, прежде чем наступит финальная кульминация. Но в то же время у него есть какие-то незавершенные дела с семьей, которые не дают ему сломаться. Так что он не безжалостный убийца, жаждущий мести. Он не пытается делать добро. Он просто пытается найти смысл в своей жизни. Но его путь будет более мрачным. Да, абсолютно. Это гораздо быстрее. Да. В общем, если бы мы могли представить всю франшизу как один фильм, то первый сезон был бы первым актом, второй — вторым, а третий — кульминацией перед разговором о будущем, верно? Думаю, да. Это была бы версия Фалька от Тарантино. Звучит неплохо, потому что мне очень нравится Тарантино. Много стрельбы. Да, много убийств. Да, много крови. И рейтинг R. Рейтинг РЦ. Ладно, значит, цветовая гамма тоже будет изменена на более тусклые цвета. Да, посмотрим, к чему мы придем. Знаете, если мы вернемся к истории, то, скорее всего, она будет больше соответствовать сериалу. Но если мы обратимся к HBO или Paramount или какой-нибудь другой стриминговой платформе, то сможем расширить цветовую палитру. Ладно, я понял. Насколько я знаю, большинство актеров вернутся в третьем сезоне, верно? Так что мы увидим Дарка и остальных ребят.
Да, Дарка мой хороший друг. Мы не были знакомы до шоу, но он вдохновил меня на создание семьи. Он настоящий семьянин. И да, он отличный парень, так что он точно вернется. Конечно, у нас нет дьявола, потому что он умер. Но в городе появился новый дьявол, но некоторые другие члены банды тоже вернулись. О, это звучит здорово, потому что мне очень нравится этот темный парень. Он был таким хорошим антигероем, ну или антагонистом в первом сезоне. А Дэнс присоединяется к тебе и помогает тебе, и вам нужно восстановить отношения. Так что это как бы наоборот. Очень интересно, очень интересно. Да, мы как бы видим это как в фильме «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид». Знаете, по мере развития сюжета им приходится работать вместе, и их союз, я думаю, становится крепче. Я знаю. Я просто думаю, что эти отношения – настоящий подарок для сериала. Мы нашли их в нужный момент. Понимаете, у вас есть Дарка, с которым вы росли в реальной жизни. Да, это во многом основано на Рино и Мэтсоне. И он был очень симпатичным, плохим парнем. Понимаете, о чем я? Мы симпатичные, но они тоже плохие. Да, но у него были и хорошие стороны. Понимаете, они были преданными, с ними было весело, но у них была и темная сторона. Некоторые из них были харизматичными, с ними было приятно общаться, но потом оказывалось, что они должны тебе денег или носят одежду не того цвета, который им нравится. Дарка очень напоминал мне Райана Мэтсона. Думаю, Кемп хотел сделать такого персонажа, потому что он напоминал мне Райана и наши с ним отношения. Мы говорили о том, чтобы пойти к Райану Мэтсону, второму обвиняемому в деле Дэниела, и посмотреть, не согласится ли он сотрудничать со мной в качестве информатора. Но мы решили этого не делать, потому что если бы он отказался, то мы бы проиграли. Поэтому мы этого не сделали. Так что в сериале решили, что если бы он согласился, то что бы было? Что если бы он согласился сотрудничать с Фалько? Думаю, это был реалистичный персонаж, который хорошо подходил Райану. Это абсолютно логично. Я имею в виду, что если затронуть тему сотрудничества, то я думаю, что большинство людей, которые считают, что они бы не стали сотрудничать, просто трусы или что-то в этом роде. Потому что 99% людей согласились бы, если бы их семья оказалась на виселице. Понимаете, что угодно. Да, когда меня арестовали, у меня было 2 родственников, которым грозили обвинения в сговоре. Так что мы не стали делать этого в сериале, но я сказал, что если вы не предъявите им обвинения, то я буду сотрудничать с вами. Меня предали, и все отвернулись от меня, кроме Бернарда. Мне не на кого было опереться, потому что все согласились дать показания против меня. Это просто разрушило мой мир. Я думал, что в мире нет верности. Никто не был мне верен. Я для них все делал. Вот тогда я и понял, что весь мир — это просто дерьмо. Точно? Но да, спасибо, что поделились, ребята. Думаю, у нас есть один вопрос к Чарльзу, а потом мы перейдем к вопросам от фанатов и закончим. Итак, вопрос к Чарльзу. Что, по-вашему, люди должны вынести из вашей истории? Банды — это страшно. Думаю, самое важное для меня было не романтизировать членов банд. Знаете, в фильмах и телешоу мы изображаем их романтичными и антигероями, но на самом деле они эгоистичные и думают только о себе. Там не было настоящей верности. Там было больше предательства ради власти. Это было не то, что можно уважать, если ты достаточно долго с ними общался. Люди думают, что эти парни просто хотят жить свободно и делать все, что хотят, но это не так. Они были очень властными. Они создавали что-то вроде военной организации с рангами, где, например, нужно было быть здесь в 8 утра, а завтра прийти в это же время. Знаете, у нас было много собраний. Это было самое странное, что я видел в криминальном мире. Но обычно в криминальном мире ты хочешь быть преступником. Так что если я хочу встать в полдень, я могу встать в полдень. Если я захочу взять отгул на завтра, я могу это сделать, верно? Ты же хочешь быть сам себе хозяином. Но эти ребята создали преступную организацию и выстроили ее по армейскому принципу. Странно, что они асоциальны, хотя у них все устроено как в правительственной организации. С некоторыми из них было весело, и они хорошо проводили время, но большинство из них были несчастными людьми, которые задирали других и пользовались своей властью только потому, что носили эти цвета.
Понимаешь, о чем я? Да, без этого они не были бы крутыми парнями. Половина из них была бы, половина не была бы. Половина из них получала свою власть только благодаря этим цветам, и без них была бы слабаками. Да, я имею в виду, что это забавно, что Чарльз как бы относится к этому с точки зрения романтики. Потому что мой опыт общения с братством был таким. Я действительно стал братьями с другими актерами. И находясь снаружи, наблюдая за ними, или как бы это ни называлось, с точки зрения проникновения, это было определенно более романтично для меня. Все байкеры, с которыми я общался, были фантастическими ребятами, верно? И даже ангелы ада в моем районе. Забавно, что мой сосед раньше завтракал в маленькой забегаловке, которая теперь закрылась. Но байкеры там завтракали и все такое. А мой сосед немного грубоватый. Он сказал, что был там, и сказал, да, они говорили о бандитских разборках, и они сказали, да, этот парень не так уж плох. Что касается меня, я, конечно, немного романтизирую. Мне кажется, что в нашем современном обществе мы не такие уж и антимаскулинные, но мы определенно не так ценим мужское товарищество, как раньше. И этого не хватает, знаете, все сводится к равенству. И я думаю, что есть такой менталитет, как в раздевалке и все такое. В обществе этого определенно меньше. И я должен сказать, что в западной культуре, не знаю, как у вас, может быть немного по-другому. Но... Да, я думаю, что это по-другому. Да, я думаю, что сейчас в мире, где я живу, больше женской энергии. И когда я нахожусь в окружении мужчин и чувствую тестостерон, это приятно. Знаете, я чувствую, что не знаю, может быть, это просто инстинкт, но это как будто «О да, это я», и забываешь об этом. Это абсолютно логично. Я имею в виду, что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что да, в обеих культурах есть небольшие различия. Я из Беларуси. Я не знаю, вы знаете эту страну или нет, но мы переехали в Польшу, и я нахожусь на перепутье, знаете, в Европейском Союзе. Я вернулся из постсоветского общества. Это довольно интересно, как будто смотришь фильм Дэвида Линча. Ладно, ребята, я тут подумал, может, мы могли бы подарить фанатам или подписчикам какую-нибудь книгу с автографом или постер за лучший вопрос. Думаю, это было бы хорошее мероприятие. Знаешь, я мог бы предложить его каким-нибудь журналам. Так что я думаю, это было бы здорово. Да, к сожалению, я думаю, что книга — это отличная идея. Но с нашим шоу получилось так, что все было распродано за один день, как будто это была какая-то флеш-распродажа, так что у нас ничего не осталось. Когда я разговаривал с костюмершей, она сказала, что обычно они оставляют вещи на всякий случай. Но нет, они просто избавились от всего. Книга готова к публикации. Без проблем. Я мог бы оставить это себе, но я просто шучу. Нет, я отправлю ее. Без проблем. Еще один вопрос, который я забыл задать. Когда я искал информацию, я наткнулся на интервью с Чарльзом на History Channel, но оно было вырезано или просто удалено. И сейчас в интернет-архиве есть только небольшой отрывок. Может, ты мог бы объяснить, что произошло? Я сделал 6 или 7 разных шоу. Я работал на CNN, Fox News. И я знаю, о чем ты говоришь. Было одно про ангелов ада и еще одно про бунтовщиков, и меня там интервьюировали. Я могу прислать тебе название этих шоу, и ты посмотришь, было ли оно вырезано. Потому что я не помню, чтобы что-то было вырезано, если только они просто удалили это из интернета. Оно было там. Я нашел несколько упоминаний об этом в чате, но, к сожалению, они недоступны. Думаю, это не ваша вина, а их, потому что, на мой взгляд, это было бы очень успешным ходом. Можете ли вы рассказать, что на самом деле произошло за кулисами и какую роль они сыграли в закрытии шоу? Ничего. Ангелы ада не связывались с нами. Мы даже не упоминаем их в шоу, верно? Они называются червяки. Да, я не слышал, чтобы они как-то вмешивались. Не было никаких судебных разбирательств, никаких угроз. Были. Да, это хороший слух. Мне нравится эта сплетня. Да, продолжайте распространять эту сплетню. Это забавно. Похоже, это хорошая рекламная кампания для вашего шоу, да? Продюсера шоу в бегах. Все персонажи прячутся на матрасах.
Они бы никогда этого не сделали, потому что федералы бы очень сильно на них надавили, если бы они угрожали телешоу в большой студии. И я не думаю, что у большой студии юристы лучше, чем у ангелов ада. Но ангелы ада подадут на вас в суд, если вы будете использовать их товарный знак. Они очень-очень строго к этому относятся. Мы знали об этом и поэтому не использовали их товарный знак. Следующий вопрос Чарльзу. Что вы думаете о парнях, которые собираются или уже работают под прикрытием? Да, наверное, не стоит этого делать. Все зависит от того, какое это прикрытие, но если они собираются работать под прикрытием в течение длительного времени, я веду несколько курсов по работе под прикрытием. И всегда говорю им, не болтайте лишнего. Знаешь, слушай плохих парней. Если ты собираешься соврать, убедись, что ты помнишь свою ложь через 2 года. Если ты будешь общаться с этими парнями, потому что они запомнят это и будут врать как можно меньше. И думаю, Дэймон даже объяснял это. Понимаешь, что нужно понимать, что ты им говоришь и какую ложь ты им говоришь, и помнить об этом через 2 года. Так что лучше не врать, когда ты общаешься с плохими парнями, особенно если они сильнее тебя, а лучше слушать их, не хвастаться и не привлекать к себе слишком много внимания. Пусть они сами привлекают внимание. Будь хорошим слушателем, и люди тебе все расскажут. Звучит действительно здорово. Итак, фанаты интересуются, какое самое безумное или трогательное сообщение от фанатов вы когда-либо получали? Это забавно. Дело в том, что сериал смотрят очень избирательные люди. А другие мои работы, например, в романтических фильмах. Так что у меня очень разные фанаты. На самом деле, на днях в продуктовом магазине меня остановила женщина и сказала, что ей сделали операцию на колени и заменили сустав. И она сказала, я смотрю вас по телевизору. И что она сказала? Что я дал ей надежду продолжать жить. Ого! Да, и я такой. Не знаю, как я это сделал. Но да, в основном ты слышишь о людях, которые болеют или находятся в какой-то странной жизненной ситуации. И есть какая-то небольшая искра вдохновения, которая заставляет двигаться дальше или просто развлекаться. Знаешь, я думаю, это тоже важная часть. Да, это имеет смысл. А что насчет тебя, Чарльз? Ну да, у меня был один знакомый. Кажется, он был из ангелов ада. Он сказал, что если бы я попытался внедриться в их ряды, они бы вырезали мне печень и скормили ее мне же. И он написал мне об этом в Facebook. А я ответил, что хочу внедриться в ангелов ада, потому что я уже был в более жесткой гей-тусовке монголы. Так что я вроде как оскорбил его, сказав, что монголы более жесткие в плане победы в войне с ними. Я имею в виду, что это должно происходить постоянно, но это случается очень редко. Обычно они просто поддерживают клубы, но не являются их членами. Но обычно они не связываются со мной. Знаешь, если бы кто-то из них заговорил об этом, они бы, наверное, избили его. Но да, я думаю, что самое лучшее, что я слышал, это когда люди, которые страдали от наркозависимости или других проблем в жизни, или были плохими, но изменились, говорили, что шоу значит для них. И всегда приятно слышать положительные отзывы. Например, Дэймон сказал, что одна женщина сказала, что шоу помогло ей пережить боль после операции. Это то, что вы хотели бы услышать больше всего, что вы развлекаете людей или напоминаете им о том, что они упали, но потом встали и изменили свою жизнь. Да, я думаю, это имеет смысл. В общем, ты лучший пример того, что любой человек может измениться. Есть только черное и белое, а между ними множество оттенков серого, и каждый, даже самый глупый парень, способен исправиться. Я имею в виду, что Бог действительно спас меня. Если бы не Он, я бы не смог этого сделать, или мне бы это сошло с рук, или, знаешь, я бы просто не пережил этого. Конечно. Есть еще один вопрос, но я думаю, что он будет стоить тебе денег, потому что мне он очень нравится, и он действительно сложный и остроумный. Ладно, Дэймон, как думаешь, ты бы смог снова выжить в реальном мире на мотоцикле? Я бы хотел так думать. Я не могу сравнивать себя с кем-то вроде Чарльза, который действительно жил как настоящий байкер. Он сказал, что вырос на окраине, верно? Так что мой опыт не был таким экстремальным. Ну, если честно, я занимался торговлей товарами и на финансовом поприще врал о своем образовании и притворялся кем-то другим. Это как хамелеон, понимаешь? Нужно найти сюжетную линию, цель. Но знаешь что, это все чушь. Если бы мне грозило попасть в тюрьму и все, что с этим связано, я бы точно сделал все, чтобы туда не попасть. Мне снятся кошмары о том, каково это сидеть в тюрьме. Так что я сделаю все, чтобы избежать тюрьмы. Конечно. Ты ведь уже играл инопланетянина в «Звездном пути».
Да, но это было здорово. Так что, ребята, спасибо вам. Может быть, у вас есть какие-то идеи для подписчиков? Они будут рады. Ладно, я имею в виду, что нам нужна любая поддержка, чтобы попытаться вернуть эту историю к жизни и связаться со мной в социальных сетях любым удобным для вас способом. Я отвечу на любой вопрос. Да, я участвую в других проектах. Когда они выйдут, я дам вам знать. Но в то же время сейчас я сосредоточен только на том, чтобы вернуть Фалька на любую платформу, где он есть. И я бы хотел снять фильм, но сериал даст нам больше времени, чтобы поработать с персонажем. Так что мы с нетерпением ждем этого. Больше экранного времени. Да, спасибо. А как насчет тебя? Да, погладь мое эго. Больше экранного времени для меня. Больше экранного времени. Да, я думаю, фанаты могут помочь. Знаете, если они расскажут об этом, поднимут шумиху и заинтересуют людей, и знаете, будут говорить об этом в социальных сетях. Это поможет. Они могут это сделать. Знаете, они действительно могут помочь. Они могут сотрудничать с нами. Звучит неплохо. На самом деле, ребята, мы могли бы прямо сейчас придумать какой-нибудь хэштег и устроить флешмоб в Твиттере на любой социальной платформе, чтобы заключить эту сделку. Что вы думаете? Какой хэштег будет про Фалька? Боритесь за Фалька. Фалька. О, звучит неплохо. Что ты сказал? Фалька возвращается? Теперь он скажет: сделаем Фалька великим снова. Ладно. Как насчет девушки для Фалька? Это снова говорит твое эго. Извини, я просто. Флешмоб. Флешмоб для Фалька. Если ты хочешь возвращения сериала, действовать нужно сейчас. Опубликуй в любой соцсети клип, фото, селфи с хэштегом FightForFalco или просто текстовый пост. Поделись этим видео с друзьями, поставь лайк, подпишись и загляни в комментарии. Там все ссылки. Давайте поднимем шум. Вместе мы сила.